Всех приветствую, сегодня крипторынок болтало в обе стороны. На данный момент мы видим небольшой отскок, многие монеты показывают даже рост. Наибольший рост у монеты Quant, наибольшее падение у монеты Sperex. По объему торгов за 24 часа особо изменений нет. Также в топе у нас биткоин, эфириум и стейблкоины. Нехило так на выходных тряхануло рынок, об этом же нам напоминает зона экстремального страха и цифра 25 индекса страха и жадности. Оказалось бы, совсем недавно мы перевалили экватор данного показателя и были на цифре 51. Но я думаю, это еще не предел эмоциональных качелей на этой неделе, и в ее завершение также стоит помнить, что у нас экспирация фьючерсов 25 февраля, последняя пятница этого месяца. Также, если открыть экономический календарь, видим, что у нас на 25 февраля назначен отчет ФРС о денежно-кредитной политике. Можно сказать, уже традиция, что все отчеты ФРС, любые их заявления в ту или иную сторону могут сильно пошатнуть не только криптовалютный рынок. Ну а за 24 часа у нас ликвидировано более 62 тысяч трейдеров. Казалось бы, долбанули ценой вниз, но ликвидации шортовых и лонговых позиций примерно 50 на 50. Даже есть небольшой перевес в сторону ликвидации шортистов. Вот они, шортовые ликвидации. Локально они выглядят вот так. Неудивительно, что они достаточно низкие, потому что цена идет в их направлении туда, куда им и надо, вниз. А если смотреть на ликвидации лонгов, здесь видим небольшое увеличение. В сравнении с 2021 годом они, конечно же, не идут, но если посмотреть локальную ситуацию, здесь достаточно неплохо все это выглядит. На нашем последнем движении мы видим, что лонговых ликвидаций все меньше и меньше. То есть локально у нас здесь есть перелой, а отобранных денег все меньше и меньше. Что говорит о том, что желание лонговать понемногу уходит. Это позитивный сигнал для возможного разворота. Но все-таки может быть еще и пролив пониже, потому что главные стопы у нас собраны вот за этим лоем в 36 900 и, конечно же, вот за этим в 35 тысяч. На данный же момент за 24 часа шорты сокращаются более чем на 8%, а лонги набираются на 1,3%. Обновилась информация о том, куда заходит, в какую сторону на Чикагской товарной бирже, и мы видим, что крупные игроки увеличивают как лонги, так и шорты, но в большей степени лонги. Мелкие игроки у нас действуют совершенно в противоположную сторону. Они все закрывают и больше закрывают лонгов, чем шортов. Как-то мы обычно видим из данного отчета, крупные и мелкие игроки идут в разные стороны. А вот что идет пока как надо, так это мувинг профитов и потерь. Хоть цена и поползла вниз, все равно мувинги расположены так, как надо, больше для движения наверх. Но при этом видим, что на этом снижении начали снова закрываться в минус. Кто-то успел на росте закрыть в плюс свои позиции, но на снижении нервы не выдерживают и по-прежнему продолжают люди закрывать позиции в минус, ожидая более низкие цены. Один из индикаторов, за которым я слежу, обновил свои показатели. Это процент долгосрочных держателей, те, кто держит более года. И мы видим, что теперь процент у нас равен 62. Прошлый показатель был 61. Данный индикатор показывает процент, и если этот процент увеличивается, то на истории видим, значит цена идет в сторону дна. Если процент уменьшается, значит идут распродажи и дело идет к завершению роста. В прошлый раз дно было примерно на 50%. В этот раз мы имеем уже 62%. Еще один индикатор поменял свои ключевые показатели, расширенный сигнал NVT. Вот здесь он недавно зашел в зону, где в приоритете были покупки. Затем он вышел из этой зоны, показывая, что цена в приоритете у нас должна расти. Сейчас же данный показатель индикатора вновь возвращается вниз. Я посмотрел на истории, когда такое случалось, и только вот в этом случае, в 2018 году, после того, как мы ушли ниже голубой линии, затем вернулись и снова цепанули эту линию, только здесь у нас цена шла в долгосроке также в даунтренде. Во всех других случаях мы просто показывали небольшое снижение, затем достаточно серьезный рост. Посмотрим, как у нас отработает текущая ситуация, как правило, либо как исключение. Биткоин тем временем продолжает с бирж больше выводить, чем заводить. Его резерв становится на биржах все меньше и меньше. Ну и давайте посмотрим еще логарифмические графики в связи с тем, что цена у нас полетела вниз. Находились мы на уровне в районе 42 тысяч. Теперь бодро летим на уровень 36 400. Находимся на данный момент на полпути к нему. Ну и давайте глянем на график биткоина, что у нас произошло за выходные. В конце прошлой недели я отмечал, что здесь у нас существует скопление большого количества различных трендовых линий, но даже они не смогли удержать от падения цены. Ни вот этот восходящий канал, ни локальный нисходящий канал, ни трендовая линия с предыдущего пика. Лишь скользящая средняя 200 не намного задержала падение, и при этом отмечалась вот эта зона, что если мы не удержимся в ней, то разваловка будет потеряна, что в принципе
принципе и случилось. Давайте посмотрим, что теперь у нас в приоритете на графике биткоина. Заходного импульса здесь, конечно же, не случилось. О чем гласит эта разметка? Что только после заходного импульса можно рассматривать какие-либо лонги. Напомню, что крипту я не шарчу, поэтому работаю здесь только от лонга, и на данный момент я вне рынка, как говорил в прошлом видео. Стоп мне снесли в плюс 12% от моего входа. Получил заработок, теперь нужно ждать новую точку входа. Если она сейчас, конечно же, нет. Если посмотреть на дневках, здесь глобально ничего не изменилось. По-прежнему для меня в приоритете это вот это движение в треугольнике в рамках волны D. Но по какой структуре пойдем наверх, мне не особо, конечно же, важно совершать положительные сделки. А здесь у нас данное движение позволило это сделать. Что у нас сейчас из конкретики? Есть у нас 3 волны наверх, есть 3 волны вниз, и на данный момент при таком раскладе в приоритете 3 волны еще наверх, что будет отличным вариантом, который подходит для структуры волны D в рамках вот этого большого треугольника. Естественно, это всего лишь прогноз и предположение, поэтому нужно дожидаться, когда данное падение остановится, и уже размечать оттуда разворот. Единственное, что будет здесь негативным сценарием, если мы вот эту тройку преобразуем в импульс. Тогда здесь уже будет вырисовываться не очень благоприятная картина на перелой и дальнейшее снижение, так как здесь будет 3 волны наверх, это коррекция, и здесь импульс, начало более такого глобального снижения, возможно перелой не только ценового значения в 32-33 тысячи, но и минимума лета 2021 года. Но будем торговать, что показывает график, без каких-либо предположений, а здесь у нас пока 3 волны как в одну, так и в другую сторону. Тем самым это в приоритете ставит структуру WXY в рамках волны D. По профилю объема мы пришли как раз таки в скопление объемов, что в принципе нас и удержало. Это не гарантия того, что мы не пойдем ниже, но данная зона является хорошим уровнем поддержки. Ну и в конце резюмирую, что я жду в плане торгового решения. Я жду структуру восходящего импульса, на его откате снова рассмотрю покупки со стопом за основание и буду ловить волну Y. Пока здесь хаи понижаются, лои понижаются локально, поэтому здесь локальный нисходящий тренд. И лезть я в него со своими лонгами не буду. Давайте еще посмотрим Ripple. Здесь он у нас вообще не падает. Ходит в рамках предыдущего прогноза. Вот здесь вполне могла быть волна D, волна E. И поэтому минимум по волнам треугольника здесь выполнен. Отсюда можем мы сформировать рост. По Ripple выходили неплохие новости касательно дела SEC против Ripple. В своем телеграм-канале я выкладывал эту новость, поэтому если кому-то интересно, подписывайтесь, смотрите. Но в плане графика здесь на данный момент все без изменений. Здесь в приоритете дальнейший рост. Либо с небольшим перелоем, если треугольник у нас в рамках волны связки, либо прямо с текущих еще одна волна для конечного импульса данного движения. Посмотрим еще монету Dogecoin, просили меня глянуть ее, но здесь без особых изменений. На дневке мы в прошлый раз смотрели, здесь последнее вот это движение в рамках нисходящего такого клина. Коррекция в рамках волны 4, А, Б и сейчас С у нас в виде клина. Есть еще вероятность снижения к нижней границе в район 0.09. Но видим, что у нас уже здесь на дневках сформированы бычьи диверы. По волнам клин также завершается. Ну и после пробития верхней грани клина, после того, как цена там закрепится, большая вероятность того, что мы пойдем очень сильно в рост вплоть до предыдущих хаев. Благодарю тех, кто досмотрел видео до конца. Ставьте лайки, пишите комменты, подписывайтесь на канал, на телегу. Всем счастливо, пока.